Привет, Арми. Был один вечер мирового тура BTS Arirang, который Арми уже назвали легендарным. Это был второй день в Тампе, Флорида. Стадион Реймонд Джеймс был переполнен. Море фиолетовых арми-бомб сияло с каждого места. Затем свет погас, сцена заполнилась дымом, взорвались фейерверки, и BTS вышли на сцену. С самого начала что-то было не так. Ким Тэ-хён вышел на сцену, выглядя как настоящая королевская особа. Его присутствие было настолько мощным, что фанаты в Твиттере тут же начали его проклинать. Пак Чи Мин привлек всеобщее внимание своим аккуратным конским хвостом и блестящей черной курткой. Одна только его улыбка заставила толпу кричать еще громче. А Чон Чингук? Он не просто шел, он буквально перепрыгивал через сцену, прыгая с взрывной энергией в этой кожаной куртке. Его татуировки были отчетливо видны под цветом, но эти три момента были только началом, потому что то, что сделали другие участники, и то, как все семеро объединились, вот что сделало этот вечер незабываемым. Начнем с Ким Тэ-хёна, потому что то, что он сделал на сцене в Тампе, было поистине невероятным. Фанаты всегда знали, что Ким Тэ-хён доминирует на каждом своем выступлении, но во второй день тура Arirang он поднял это на новый уровень. То, как он двигался под драматическим светом софитов, авангардный наряд, который он выбрал, острые углы его лица, которые приковывали к себе каждый луч света, это было поистине королевское выступление. Именно поэтому ARMY в Твиттере, не раздумывая, назвали его «королем сцены Ким Тэ-хёном», и, честно говоря, они были правы. Но Ким Тэ-хён был не единственным участником, привлекшим внимание в тот вечер. Пак Чи Мин показал выступление, которое произвело фурор в интернете. На нем был блестящий черный пиджак, отражающий каждый всплеск фейерверков, а волосы он собрал в самый элегантный конский хвост. Каждый раз, когда камера ловила его улыбку на ARMY в первом ряду, зрители кричали еще громче. Его танцевальные движения были такими же плавными, как всегда, но этот хвостик сам по себе стал персонажем на сцене. Фанаты до сих пор выкладывают скриншоты с ним. Ким Тэ-хён и Пак Чи Мин доминировали в визуальном плане в Тампе, но был еще один участник, который привнес нечто совершенно иное. Нечто взрывное. Теперь поговорим о Чон Чингуке, потому что во время своего выступления во второй день в Тампе он сделал то, что никто не мог игнорировать. Заиграла песня, сцена была заполнена дымовой машиной, а затем Чингук побежал, не просто пробежал трусцой, он промчался по огромной сцене с такой силой, что буквально подпрыгнул в воздух, руки широко раскинуты. Его кожаная куртка развивается, его татуировки видны под ярким светом. ARMY в толпе сошли с ума, видео этого прыжка просмотрели тысячи раз в Твиттере и на YouTube. Но Чон Чингук был не один, весь состав из 7 человек показал свое лучшее выступление на сегодняшний день. RM властно стоял в центре сцены со своим глубоким голосом и лидерским присутствием. Джин был великолепен, его внешность заставляла фанатов кричать от восторга каждый раз, когда он улыбался. Шуга двигался с непринужденной, спокойной энергией, которая, тем не менее, казалось сильнее, чем кто-либо ожидал, а Джей Хоуп танцевал так, будто сцена была его личной игровой площадкой, каждая резкая движение, каждый шаг были наполнены восторгом. Вместе они создали стену выступления, которую можно было почувствовать даже через экран. Позади них взрывались фейерверки, море фиолетового цвета покачивалось в такт каждому ритму, и BTS в очередной раз доказали, почему они – самая большая группа в мире. Но было еще кое-что, что сделало этот вечер по-настоящему особенным, то, что вызвало слезы у каждого арми. Это было море фиолетового. На протяжении всего концерта арми на стадионе Реймонд Джеймс держали свои арми-бомбы высоко в воздух, волны фиолетового света двигались в такт каждой песни. В более медленные моменты можно было видеть только фиолетовый цвет от сцены до самых верхних мест. Участники BTS несколько раз останавливались, чтобы просто посмотреть на них. Ким Тэ-хён улыбался, Пак Чи Мин помахал рукой, Чон Чингук указал пальцем, а остальные участники выглядели искренне тронутыми. Это море фиолетового было не просто красивым, это было доказательством того, как далеко продвинулись арми и BTS вместе. Дело было не только в музыке или хореографии, дело было в тысячах людей из разных стран, говорящих на разных языках, стоящих на одном стадионе, держащих в руках свет одного цвета. Арми Тампа была там, и BTS тоже были там, подарив им ночь, которую они никогда не забудут. И BTS тоже присутствовали, подарив им незабываемый вечер. Однако история той ночи на этом не закончилась, были и маленькие моменты, которые произвели на ARMY самое сильное впечатление. Моменты, которые, возможно, не попали в официальные подборки лучших моментов, но навсегда останутся в сердцах тех, кто стал их свидетелем.
В середине концерта, когда музыка немного стихла, Ким Тэ Хён медленно подошел к краю сцены. Несколько секунд он молчал, просто стоял и смотрел на море фиолетового цвета перед собой. Затем он слегка улыбнулся. Улыбка была не преувеличенной, но достаточной, чтобы заставить весь стадион снова взревести, как будто одного этого выражения было достаточно, чтобы сказать что-то десяткам тысяч людей одновременно. Неподалеку, сбоку сцены, подошел Пак Чимин. Он на мгновение присел, помахав ARMY в первом ряду. Это небольшое взаимодействие показалось таким личным, как будто расстояние между айдолом и фанатом полностью исчезло. И когда он поднялся, его хвост развивался в такт его шагам, создавая простой, но культовый момент. Затем большая камера переключилась на Чон Чингука. После энергичного выступления он все еще тяжело дышал, но глаза его сияли. Он оглядел стадион, затем высоко поднял руку, приглашая армию присоединиться к пению, и в считанные секунды весь стадион объединился в один голос. Тысячи, даже десятки тысяч, пели одни и те же слова с одинаковыми эмоциями. Этот момент стал моментом, когда концерт превратился в нечто большее, чем просто шоу. Он стал общим переживанием, чем-то, что можно было только почувствовать, но нельзя объяснить. По другую сторону сцены RM взял микрофон. Он кратко, но содержательно говорил о путешествиях, о времени и о том, что каждый город, который они посещали, всегда имел свою собственную историю. «Тампа», — сказал он, — «навсегда останется в памяти, не только из-за размеров стадиона, но и из-за энергии, которую армии излучали в тот вечер». Тем временем Джин разогревал атмосферу, он улыбался, махал рукой и посылал воздушные поцелуи зрителям. Реакция ARMY? Конечно же, она взорвалась. Крики эхом разносились по стадиону, создавая волну эмоций, которая казалась почти неуправляемой. С другой стороны, Шуга сохранял свой спокойный стиль, но именно это и выделяло его. Каждое движение, каждый взгляд были полны харизмы, ему не нужно было много делать, чтобы привлечь внимание. Одного его присутствия было достаточно, а затем Джей-Хоуп снова захватил энергию сцены. Со своей фирменной улыбкой он тронул публику, заставил весь стадион подпрыгивать, двигался, разделял ту же радость, он был словно неиссякаемый источник энергии. По мере приближения к концу концерта атмосфера начала меняться. Она не стала тише, она стала более эмоциональной. Финальные песни были исполнены с другим чувством, более глубоким, более искренним, как будто каждая нота была благодарностью. Свет медленно погас, но на этот раз не для открытия шоу, а для его закрытия. Участники BTS выстроились в ряд. Глядя на публику, они не ушли сразу, они оставались там, наслаждаясь моментом как можно дольше. Ким Тэ Хён поднял руку, Пак Чимин мягко улыбнулся, Чон Чингук помахал рукой, и остальные участники сделали то же самое. Нет слов, чтобы описать то, что они чувствовали в тот момент. И когда они наконец начали уходить со сцены, один за другим армии оставались стоять, все еще зажигая свои арми-бомб, все еще поя, как будто не хотели, чтобы ночь заканчивалась. Потому что действительно, для многих эта ночь никогда по-настоящему не заканчивалась. Он живет дальше, в видео, фотографиях, в воспоминаниях и в сердцах каждого арми, который был там. Вот почему второй день в Тампе был не просто датой в гастрольном графике, это был момент, история, воспоминание, которое будет продолжаться от одного арми к другому снова и снова. Итак, после всего этого, после того, как мы пережили каждую секунду этого через эту историю, мы хотим узнать у вас, какой момент запомнился вам больше всего. Была ли это сценическая харизма Ким Тэ Хёна? Элегантное обаяние Пак Чимина, неукротимая энергия Чон Чингука или, может быть, мощная сплоченность всех 7 участников? Поделитесь своими мыслями в комментариях, не забудьте поставить лайк и поделиться с другими ARMY, и обязательно следите за обновлениями, чтобы узнать больше невероятных историй о BTS. Потому что одно можно сказать наверняка, пока существует ARMY и пока BTS продолжают выступать на сцене, подобные истории никогда не закончатся.